Друзья, всем привет! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по миру знаменитых животных. От космических героев Белки и Стрелки и знаменитого циркача слона Джамбо до современных четвероногих инстаграм-звезд, таких как сердитая кошка и енот Пампкин. Эти пушистые создания не просто милые питомцы. Они стали символами целых эпох и культурных явлений и покорили сердца миллионов. Вы когда-нибудь задумывались, как две обычные собаки смогли изменить представление человечества о космосе? Или как домашние питомцы становятся настоящими иконами стиля, влиятельными личностями и зарабатывают сотни тысяч долларов? В этом видео мы расскажем о том, как животным удалось прославиться на весь мир и кто им в этом помогал. Приготовьтесь увидеть потрясающие кадры, узнать интересные факты и услышать захватывающие истории о тех, кто завоевал популярность благодаря своей харизме и обаянию. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить ни одного нового видео. А теперь добро пожаловать вместе с нами в это захватывающее путешествие по миру четвероногих знаменитостей. Белка и Стрелка. Белка и Стрелка были не просто собаками, они были настоящими исследователями космоса, родившимися в СССР. Их история началась в 1950-х годах, когда мир только начал мечтать о покорении космических просторов. Затем ученые начали отправлять в космос животных, чтобы понять, возможно ли там выжить. После успешных миссий с мелкими животными пришла очередь собак. Выбор пал на Белку и Стрелку, ведь они отличались умом и способностью к обучению. Белка была белой самкой без породы, активной и общительной. Стрелка светлого окраса с коричневыми пятнами была немного робкой, но дружелюбной. Обеим собакам было около 2,5 лет на момент полета. Изначально их звали Капля и Вильна. Обе собаки успешно прошли испытания на вибростенде и центрифуге, после чего их перевели в предполетный режим. Врачи и лаборанты наблюдали за ними круглосуточно. 19 августа 1960 года Белка и Стрелка отправились в свое историческое путешествие на космическом корабле «Спутник-5». Корабль оснастили медико-биологической аппаратурой, которая фиксировала изменения, происходящие в организмах собак на протяжении всего полета. За более чем 25 часов Белка и Стрелка сделали 17 полных оборотов вокруг Земли и благополучно вернулись. Это было поистине знаменательное событие. Полет доказал, что животные могут выжить в условиях космоса и вернуться домой целыми и невредимыми. Белка и Стрелка стали настоящими героями и символами прогресса в освоении космоса, вдохновляя ученых и исследователей на новые открытия и покорение новых границ. Свою дальнейшую жизнь собаки Белка и Стрелка вели при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины. Обе собаки прожили долгую жизнь, а Стрелка даже родила 6 здоровых щенков. В настоящее время чучело собак-космонавток находится в Мемориальном музее космонавтики в Москве. Кот Ларри. Знакомьтесь, это главный мышелов в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит. Вы не поверите, но это официальный титул кота. Ларри взяли из приюта и принесли на Даунинг-стрит 15 февраля 2011 года. Судя по всему, к породистым животным он не принадлежит. Да его и не за породу взяли, а ради контроля за грызунами. Сама традиция содержать котов в резиденциях британских правителей идет с 16 века, когда старинные здания Лондона были наполнены огромным количеством мышей и крыс. Но официальные записи о них ведутся лишь с 1929 года. К тому же звание главного мышелова официально было присвоено только Ларри. Одним из предшественников Ларри был кот Хамфри, который проживал на Даунинг-стрит при Маргарет Тэтчер, Джонни Мейджоре и Тони Блэре. Ларри стал уже 10-м по счету. Ларри же начал свою карьеру главного мышелова Британии, когда премьером был Дэвид Кэмерон. Мышелов пережил смену 4 глав правительства – Терезы Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. Премьеры приходят и уходят, а главный мышелов все так же несет вахту. Сейчас Ларри настоящая звезда и любимец публики. Видеть Ларри на Даунинг-стрит стало чем-то вроде культовой вещи. Люди ассоциируют его с этим местом. Даже дети, которые приходят на Даунинг-стрит, первым делом спрашивают о Ларри, а не о премьер-министре. The Times со ссылкой на источники пишет, что на случай смерти кота Ларри в Великобритании разработан план информирования. План получил название «Ларри Бриджес».
по аналогии с кодовым обозначением для похорон членов королевской семьи. Кодовые фразы в Великобритании используют для предотвращения утечек новостей о смерти членов королевской семьи. На случай смерти Ларри чиновники уже подготовили официальное сообщение и даже подобрали для него фотографии. Осьминог Пауль. Осьминог Пауль родился в январе 2008 года в Великобритании и вскоре был перевезен в немецкий город Оберхаузен в аквариум Sea Life. Благодаря своей необычной способности прогнозировать исходы футбольных матчей, Пауль завоевал сердца футбольных фанатов по всему миру и стал мировой знаменитостью. Как же он это делал? Для получения предсказания в большой аквариум, где жил осьминог, опускали 2 кормушки кубической формы из прозрачного пластика с флагом Германии и ее соперника в предстоящем матче. Считалось, что победит тот, кормушка с чьим флагом будет вскрыта Паулем первой. Таким образом, Пауль предсказал результат 4 из 6 матчей сборной Германии на Евро-2008. Исключением стал матч групповой стадии против Хорватии и финальная игра с испанцами, поскольку Пауль все 6 раз выбирал победителем Германию. На чемпионате мира по футболу 2010 в ЮАР Паулю удалось верно предсказать все результаты матчей, включая поражение немцев от команд Сербии и Испании, а также победы над Англией и Аргентиной. Также он верно указал на победу Испании над Нидерландами в финале. Точность его прогнозов вызвала огромный резонанс в медиа и среди болельщиков. Из-за царящего вокруг осьминога пророка ажиотажа было принято решение приставить к нему личного охранника. Работники океанариума уверяли, что среди посетителей были желающие съесть великого немецкого оракула. В то же время поклонники таланта осыпали Пауля подарками. Так, например, в Испании вещему осьминогу собирались поставить памятник и даже предоставить политическое убежище. Однако действительно ли был у Пауля талант предсказателя, или он просто выбирал первыми флаги стран, в которых присутствовал желтый цвет, или, возможно, осьминогу подыгрывал оператор, мы вряд ли узнаем. Утром 26 октября 2010 года осьминога Пауля обнаружили мертвым. Осьминоги редко доживают до своего 2-го дня рождения, а Паулю было 2,5 года, так что его кончина – событие печальное, но ожидаемое. Гиппопотам Губерта. Эта самка гиппопотама была одним из самых знаменитых животных 20 века в истории Южной Африки. Губерта проживала недалеко от устья реки Санта-Люсия, в Зулусском королевстве. В ноябре 1928 года она решила совершить немыслимое путешествие на расстоянии 1600 километров в восточно-капскую провинцию ЮАР. Неизвестно, что заставило Губерту решиться на долгое и опасное путешествие. Однако она взялась за дело с энтузиазмом и без колебания. Путешествие заняло у нее 3 года. Бегемотиха привлекла внимание большого количества народа. Ее преследовали любопытные журналисты, и она стала невероятно популярна. Губерта не была пуглива. Она пересекала автомобильные дороги, ела в парках, ходила по городам, на фермы и даже паслась на полях для гольфа. Люди угощали ее фруктами, а журналисты описывали передвижение бегемотихи для ее многочисленных поклонников. В марте 1931 года Губерта прибыла в Ист-Лондон, город на юго-восточном побережье Южноафриканской Республики. На своем пути она не просто преодолела огромное расстояние, но и переплыла 122 реки. Но, к сожалению, путешествие Губерты закончилось трагически. Через месяц после прибытия, несмотря на запрет охотникам ловить или убивать Губерту, она была застрелена группой охотников. Этих людей поймали, арестовали и вынудили заплатить штраф в размере 25 фунтов. Тело Губерты было отправлено в Лондон, где из него сделали чучело. В 1933 году чучело было привезено в ЮАР, где его приветствовали около 20 тысяч человек. Сегодня чучело Губерты находится в музее Аматхоул в южноафриканском городе Кинг-Уильямстаун. Все желающие могут приехать туда, увидеть своими глазами и послушать удивительную историю Губерты. Хатико. Наверное, не найдется человека, который бы не видел фильм «Хатико» или хотя бы в общих чертах не слышал грустную историю этой собаки породы Акита-Ину. Но все же давайте вместе ее вспомним. Хатико родился осенью 1923 года на ферме в Адате, в японской префектуре Акита.
фермер решил подарить щенка профессору Хидесабура Уэно, работавшему в Токийском университете, который жил в Токио в районе Сибуя. Когда Хатико подрос, он везде непременно следовал за своим хозяином. Тот ежедневно уезжал в город на работу, поэтому пес сначала провожал его до входа на станцию Сибуя, а затем вечером вновь возвращался туда, чтобы встретить хозяина. Но 21 мая 1925 года Уэно не вернулся с работы. Во время лекции у него случился острый инсульт. Мужчина скончался, не приходя в сознание, и домой уже не попал. Хатико не знал, что случилось с его хозяином. Верный пес все равно каждый день приходил на станцию и ждал, а на ночь возвращался на крыльцо профессорского дома. Местные торговцы и железнодорожники подкармливали Хатико, восхищаясь его настойчивостью. Собаку не раз пытались увезти со станции, оставить жить в доме, но он всегда возвращался на свой пост. Так повторялось изо дня в день в течение более 9 лет, пока 8 марта 1935 года сам Хатико не умер. Собаку кремировали и похоронили на токийском кладбище Аояма, рядом с хозяином. Еще при жизни Хатико его история распространилась по всей Японии. Люди приезжали отовсюду, чтобы увидеть верного пса, который ждет хозяина, который никогда не вернется. Животное стало настолько популярно, что в апреле 1934 года скульптор Теро Эндо открыл бронзовую статую Хатико на станции Сибуя вместе со знаменитой собакой. Однако во время Второй мировой войны статую переплавили на нужды армии, а в 1948 году возвели новый памятник. Он стоит до сих пор. Кроме того, есть еще несколько фигур Хатико в разных уголках мира. История Хатико продолжает вдохновлять и вызывать восхищение. Памятники и музеи, посвященные верному псу, не просто хранят память о преданном животном, но и напоминают всем о ценностях, которые он олицетворял: верность, любовь и неподдельная преданность. Овца Долли. Овечка Долли – самая известная в мире овца. Чем же она прославилась? Давайте начнем с предыстории. 5 июля 1996 года произошло невероятное событие. На свет появилась первая клонированная млекопитающее. У чуда науки изначально не было имени, только лабораторный номер – 6LL3. Позже кто-то из команды ученых предложил назвать получившуюся особь в честь американской кантри-певицы Долли Партон, которая прославилась не только своими песнями, но также своим бюстом, пышность которого она неизменно подчеркивала. Что было не случайно, ведь для создания Долли ученые использовали клетку в имени белой овцы. До появления Долли в лаборатории было создано несколько клонов, но все они были получены из ДНК эмбрионов. Долли стала первым млекопитающим, клонированным из взрослой клетки. Это было крупным научным достижением. Оно продемонстрировало, что ДНК из взрослых клеток может быть использована для создания целого организма. Долли появилась на свет благодаря биологу Яну Уилмоту и его коллегам из Рослинского института в Шотландии. Всего ученые предприняли 277 попыток для создания клона. Получилось 29 эмбрионов, но 28 из них прожили не больше 6 дней. Долли была единственной овцой, которая смогла родиться и выжить. Пресса объявила о рождении клона лишь через 7 месяцев, в феврале 1997 года. С этого момента новорожденная прославилась на весь мир как овечка Долли. Самая известная в истории науки овца прожила всего 7 неполных лет, почти вдвое меньше положенного срока. За свою непродолжительную жизнь клонированная овечка принесла 6 ягнят, зачатых естественным путем от валлийского горного барана по кличке Дэвид. Почему же Долли преждевременно покинула этот мир? Потому что у нее развился остеоартрит, а вскоре ее вообще пришлось усыпить из-за прогрессирующего легочного заболевания, вызванного вирусом. И хотя в ее болезнях винили не процедуру клонирования, а условия содержания, все равно оставались подозрения, что у организма, появившегося на свет таким путем, будут какие-то неполадки в генах и клетках, и что он будет стареть быстрее. Горилла Коко. Горилла Коко стала самой известной обезьяной на планете, поскольку она могла общаться с людьми. Благодаря ей человечество смогло узнать не только о том, что чувствуют животные, но и о том, что они думают. Горилла Коко появилась на свет в зоопарке Сан-Франциско 4 июля 1971 года. Когда животному было 1 год, оно попало в первый проект по изучению лингвистических способностей горилл. Исследование вела кандидат наук Стэнфордского университета Франсин Паттерсон.
Именно она начала учить гориллу армсленгу, американскому языку жестов. Кока освоила более чем 1000 знаков и понимала на слух около 2000 слов разговорного английского языка. Писать она так и не научилась, зато узнавала себя в зеркале, понимала абстрактные понятия прошлое и будущее и даже умела шутить. Солидный словарный запас позволил Кока не только свободно общаться с окружающими людьми, но и поведать человечеству много нового. Ее IQ составлял от 70 до 90 баллов. Для примера, у людей показатель ниже 70 говорит о задержке умственного развития, а все, что выше, является нормой. В 1978 году про Кока был снят документальный фильм, а журнал National Geographic поместил ее фотографию на обложку. Так, в 7-летнем возрасте горилла стала звездой. Она начала свою медийную карьеру и не раз общалась с различными знаменитостями. К тому моменту горилла уже знала приличное количество знаков на модифицированной версии американского языка жестов, чем не могла не поражать ученых и журналистов. Помимо лингвистических способностей, Кока также отличалась особенной добротой по отношению к другим животным. Еще в 1984 году у гориллы появился любимый кот Олл-Болл, ставший ее настоящим спутником по жизни. Когда любимец Кока попал под машину и погиб, горилла демонстрировала свое горе, издавая страдальческие звуки, плача и произнося на языке жестов слова «грустно», «хмуро», «плакать», «плохо». Опыт Кока изменил представление людей к человекообразным обезьянам и помог приблизиться к более детальному пониманию когнитивных способностей таких животных. Однако летом 2018 года мир узнал печальную новость. Кока умерла во сне в 2018 году в Калифорнии, где прожила большую часть своей жизни. Ей было 46 лет. Слон Джамбо. Джамбо был африканским слоном, который стал известен во всем мире как звезда цирка Барнума. Однако слава пришла к нему еще до того, как он попал в цирк. Но давайте обо всем по порядку. В 1862 году на востоке Африки местные торговцы поймали годовалого саванного слоненка ростом около 1 метра. Сперва он был доставлен из Африки в зверинец при Парижском саде растений. Затем, спустя 3 года, маленький Джамбо переехал в зоопарк Лондона. В Лондоне Джамбо наконец получил свое знаменитое имя и стал мировой звездой. Американские и европейские газеты пристально следили за его жизнью. Отчасти этому способствовала королева Виктория, которая часто посещала лондонский зоопарк и угощала Дамбо булками. Кроме того, посмотреть на слона-гиганта приходили маленькие Уинстон Черчилль и Теодор Рузвельт. Так, целых 16 лет Джамбо был главной диковинкой и местной звездой. За годы службы в Лондоне слон прокатил на своей спине более 1 миллиона британских ребятишек, среди которых были наследники именитых семейств Старого и Нового Света. Слава Джамбо достигла мирового масштаба и докатилась до Америки. В 1882 году слона выкупил знаменитый шоумен Финеас Барнум для участия в своем цирке в США. В честь прибытия Джамбо за океан был устроен пышный парад с участием 3 духовых оркестров. Как и ожидалось, животное стало настоящей цирковой сенсацией, поражая зрителей своими размерами и разнообразиями трюков. Джамбо действительно был очень большим, ростом около 4 метров и весом почти 7 тонн. Кроме того, он был настолько известным и популярным, что его имя стало нарицательным. В современном английском языке «джамбо» означает «все невероятно большое, гигантское». Однако триумфальная история Джамбо имеет трагический конец. 15 сентября 1885 года слон находился в Сент-Томасе в Онтарио на гастролях цирка Барнума и Бейли. Вечером после представления слона везли к цирковому поезду. Вдруг из темноты неожиданно появился товарный поезд, несущийся по рельсам прямо на Джамбо. Ни время, ни удача не были на его стороне. Смотритель станции, который должен был следить за поездами и подавать сигналы, бросил свой пост, чтобы посмотреть на цирковую знаменитость. В результате халатности поезд врезался в Джамбо, и всеми любимый слон трагически погиб. Почти все эти животные, кроме кота Ларри, покинули наш мир, однако их слава все еще несется по миру. Неудивительно, ведь за каждым из них стоит своя история, и мы уверены, что об этих животных будут еще долго помнить, ведь слава не умирает, она вечна. Теперь давайте вернемся в наше время. С появлением социальных сетей, таких как Instagram, TikTok и YouTube,
Животные стали неотъемлемой частью интернет-культуры. Подумайте сами, сколько раз вы натыкались на милые видео и фото кошек и собачек. Однако современные инстаграм-звезды среди животных – это не просто забавные фотографии и видео. Они становятся символами целых культурных трендов, вдохновляют на создание товаров и услуг, а также активно участвуют в благотворительных акциях. Многие из них имеют свои собственные бренды, и их владельцы превращают увлечение в успешный бизнес. Так что давайте познакомимся с ними поближе. У кошки из США более 4 миллионов подписчиков в Инстаграм. Знаменитая кошка Нала заработала $100 миллионов. Кошка Нала – самая популярная кошка Инстаграм. Как вам такие заголовки? Впечатляет, не правда ли? Нала – это помесь полосатой и сиамской кошки. Как и у многих животных в Соединенных Штатах, история Налы началась в приюте для домашних животных в Калифорнии. Прежние хозяева отдали ее туда совсем крохотным котенком. Но кто знал, что когда-то этот котенок станет знаменитым? В 2012 году хозяйка Налы забрала ее из приюта и начала публиковать фото кошки в соцсетях. Пользователи быстро полюбили Налу за ее милейший внешний вид, большие голубые глаза и забавные истории, которые хозяйка публиковала от ее имени. В итоге Нала стала рекордсменом по количеству подписчиков в Инстаграм среди кошек. В 2020 году попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная кошка в Инстаграм, а также она выиграла звание «Тиктокер года». Ее популярность привела к созданию собственного бренда кормов, товаров для кошек и других продуктов под названием Nala Love, а также к участию в различных рекламных кампаниях. Кроме того, с помощью популярности страницы хозяйка Налы все чаще поднимает проблему бездомных животных и рассказывает о реальных условиях их содержания в приютах. Мопс Даг. Знаменитый мопс живет в США в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Пожалуй, это самый известный мопс в мире, за жизнью которого следят в Инстаграм 3,6 миллиона человек. Даг прославился в социальных сетях в 2014 году, когда его хозяйка Лесли Мосье создала аккаунт в Инстаграм Даг the Pug. В 2016 году вышла книга «Даг the Pug – The King of Pop» – «Пес Даг – король поп-культуры». В издание вошли фотографии мопса, которые уже публиковались в его онлайн-аккаунтах, а также снимки, которые еще не видели его подписчики. Дага сильно полюбила публика. Собака часто появляется вместе с разными знаменитостями, а также на музыкальных фестивалях, встречах и премьерах фильмов. Среди этих знаменитостей, с которыми у мопса Дага есть общие снимки, можно упомянуть Шакиру, Эда Ширана, Джастина Бибера, Билли Айлиш, Коула Спроуса, актеров из сериала Netflix «Очень странные дела». А еще журнал Forbes внес собаку в список топ самых влиятельных питомцев. Но как мопсу удалось заполучить так много подписчиков? Здесь совершенно нечему удивляться. Стоит только посмотреть, как он смешно спародировал американскую телезвезду Ким Кардашьян и ее любовь к эротическим селфи-фото. Также на снимках собака примеряет на себя различные роли. Например, кулинара, завсегдатая бара, водителя автомобиля или супергероя. В 2025 году мопс-блогер в очередной раз удивил своих подписчиков, когда получил диплом в университете Нью-Хейвена в штате Коннектикут. На церемонию выпускник явился в шапке конфедератки и мантии. Ученая степень была присвоена ему в области криминалистики. Помимо всего прочего, мопс Даг занимается благотворительностью. В 2022 году в его честь был основан благотворительный фонд Даг the Pug Foundation, помогающий детям, борющимся с раком. В общем, полистайте его страницу. Может, вам тоже захочется подписаться. Джиф Пом. Джиф Пом – это померанский шпиц, который заработал миллионы. Знаменитая маленькая собака родилась 26 февраля 2010 года в Иллинойсе, США. Когда он немного подрос, оказалось, что Джиф не просто пес, он собака-талант. Благодаря умению ходить на задних лапах и своей маловидной внешности, померанский шпиц стал безумно популярным в социальных сетях. На секундочку, в Инстаграм у него 9 миллионов подписчиков. Его забавные фото и видео в костюмчиках неизменно собирают миллионы лайков. Неудивительно, что он получил звание самого популярного пса в интернете. Да что там говорить, за умение ходить на двух лапах пес стал обладателем 2 рекордов Гиннесса. Первый рекорд он установил в забеге на дистанцию 10 метров на задних лапках. Джиф уложился в 6,56 секунд. Второй рекорд – Джиф пробежал 5 метров на передних лапках за 7,76 секунд.
Оба этих рекорда малыш установил сразу с первой попытки. Популярность Джифа привела к его востребованности. Пес рекламировал торговые сети Target и Banana Republic, присутствовал как знаменитый гость на играх клуба Лос-Анджелес Доджерс, снялся в клипе Dark Horse американской певицы Кэти Перри. Его хозяева открыли онлайн-магазин, где продают игрушки GIF-POM, журналы, рамки для фотографий и другие вещи с изображением собаки. В итоге стоимость всех активов шпица на 2019 год составила $56 миллионов. Но, к сожалению, в феврале 2022 года появились сообщения, что GIF-POM скончался. Вероятно, причиной смерти стала сердечная недостаточность, что часто встречается у собак этой породы. Однако официально смерть милого GIF-POM никто не подтвердил. Лиса Джунипер. Знакомьтесь, это самая счастливая лиса по кличке Джунипер, которая умеет улыбаться. Как рассказывает хозяйка Джессика Кокер, ей удалось адаптировать любимицу к поездкам на машине и общению с людьми. Ведь попросту оставить лису одну дома нельзя, случится настоящий погром. Но как эта женщина смогла приручить дикое животное? Джессика с детства увлекалась животными и уже с 11 лет добровольно помогла сотрудникам приютов, зоопарков ухаживать за ними. Позже она несколько лет работала в ветеринарной клинике, но в итоге остановила свой выбор на профессии, которая навсегда связала ее с дикой природой. Некоторое время спустя девушка устроилась в заповедник, где начала ухаживать за ранеными животными и просвещать людей в том, как их защитить. Именно в этот период она впервые познакомилась с лисами. И вот однажды друг Джессики, который знал о ее любви к лисам, написал ей о ферме, которая ищет дом для выводка лис. Джессика отправилась в 14-часовое путешествие, во время которого ее ждала одна из самых главных встреч в жизни – встреча с пушистым коричневым комочком. Крошечная лисичка тут же покорила ее кривой улыбкой. Маленькая лисица родилась с нижним прикусом, из-за которого ее левый клык торчал изо рта. Это делало ее еще более особенной. С тех пор животное живет во Флориде вместе со своей любящей хозяйкой и даже обзавелось собственной страничкой в Instagram, у которой, между прочим, уже 3,4 миллиона подписчиков. Наблюдать за фотографиями жизни зверька – сплошное удовольствие. Ведь это очаровательное создание покоряет с первого взгляда, и вы уже не можете сдержать улыбку, а чувство умиления переполняет до краев. Также в Instagram можно увидеть взаимодействие Джунипер с другими домашними животными, такими как собаки и кошки, что делает ее аккаунт интересным для любителей животных. Среди них был метис австралийской овчарки по кличке Мус, который стал лучшим другом для лисички. С первого дня появления Джунипер Мус стал для нее настоящим защитником. Животные вместе ели, спали и играли. Подписчики были в восторге. В паре еще больше проявлялось обаяние каждого. Была просто неразлучная парочка. Почему была? Потому что в 2024 году Мус покинул этот мир, и теперь Джунипер очень скучает по нему. Владелица Джунипер признается, что держать дома лис весьма непросто, поскольку они любят шалить, веселиться и постоянно наводят беспорядок. Ведь лисы ужасно пахнут. Их моча и фекалии имеет запах скунса, смешанного с аммиаком, и этот запах невозможно вывести. Лисы будут разрушать все, что есть в вашем доме. Если хотите больше узнать историю реальной жизни этой лисы-улыбаки в качестве домашнего питомца, о ее взаимоотношениях с собакой по кличке Мус, а также о веселых ситуациях, в которые она регулярно попадает в жизни, то можете приобрести книгу «Счастливая лиса Джунипер», которую написала сама Джессика Кокер. Кошка-смузи. Смузи – это Анджелина Джоли в мире кошек. Такие же пронзительные зеленые глаза, выразительная фотогеничность и неизмеримое обаяние. Посмотрите, как прелестно она получается на фотографиях. Ее бездонные глаза и пушистая шерсть сделали Смузи звездой социальных сетей, а также героиней фотосессий для различных глянцевых журналов. Благодаря очаровательным снимкам и видео у Смузи более 2 миллионов подписчиков в Instagram. Кто же такая эта Смузи? Миниатюрная британская длинношерстая кошка весом всего около 2,5 килограммов. У нее настолько длинная шерсть, что лапки еле видны, и превосходный пушистый хвост, которому многие кошки могут позавидовать. Смузи впервые приобрела известность в 2016 году, после того, как ее хозяйка Арвин Ван Бокель решила поделиться всеми милыми фотографиями любимого питомца в социальных сетях.
Смузи много репостили. Похоже, она очень нравилась людям. Более того, в какой-то момент одна из ее фотографий стала мемом и разлетелась по всему интернету. Но не позволяйте активной жизни смузи в социальных сетях обмануть вас. Ведь смузи занимается не только работой и активным позированием, а и обычными кошачьими делами. Например, как и все кошки, смузи обожает коробки и с удовольствием гоняется за шариками. Смузи живет в Нидерландах, и у нее есть друг по имени Милкшейк, у которого тоже есть свой аккаунт в Инстаграм. Смузи более робкая, а Милкшейк немного бунтарь. Они иногда ссорятся, но в целом животные вполне ладят. С января 2022 года на страничке смузи в Инстаграм не было новых публикаций. Почему? Может, что-то с ней случилось? К сожалению, мы не нашли никакой достоверной информации. Венера – двуликая кошка. Как показывает история, биология, химия и, конечно же, жизнь в природе возможно всякое. Например, такое вот милое и симпатичное существо семейства кошачьих по кличке Венус – Венера. Она является удивительным и уникальным созданием. И да, у нее тоже есть собственная страничка в Инстаграм с более чем 2 миллионами подписчиков. Это поистине необычное создание. Одна половина ее мордочки рыжая с голубым глазом, а другая чисто черная с оранжевым глазом. Венера получила свою двуликость благодаря генетической аномалии, называемой химеризмом. Таких животных, как она, принято называть химерами. Конечно, речь не идет о фантастических химерах Средневековья, существах с частями тел от разных животных. Химеризм – это когда организм плода одновременно наследует от родителей генетически разнородные клетки. Отсюда и такая большая разница между половинами ее морды. Проще говоря, природа просто не смогла решить, какой кошкой ей быть – черной зеленоглазой или рыжей голубоглазой. Венера вместе со своей хозяйкой живет в США, в Южной Каролине. Их встреча произошла случайно. Женщина увидела фото бездомных котят, найденных на одной из ферм, которым искали хозяев. И ей сразу запал в душу забавный двуликий котенок. Это и была Венера. По словам хозяйки, это очень нежная и добродушная кошка. Без проблем позволяет стричь себе когти, обожает громко мурлыкать, сидя на руках у хозяйки. Она спокойно уживается с другими питомцами в доме, а хозяйка Венеры приятно шокирована тем, что ее кошка нравится стольким людям, и она стала популярной в интернете. Еще бы! Ведь Венера стала настоящей звездой. Одна компания даже начала производство мягких игрушек, в точности похожих на нее. Кот Коби. Короткошерстый кот Коби появился в Инстаграм в июне 2015 года. С тех пор его популярность в интернете растет в геометрической прогрессии. Огромные синие глаза с густо черной подводкой и ослепительно белая шерсть принесли ему сотни тысяч подписчиков и миллионы лайков. «Ай, какой мимимишечка!» – умиляется половина интернета, а вторая половина сомневается в подлинности этих снимков. Ведь разве может существовать настолько идеально красивое животное? Да, может. Еще один случай, когда генетика создала кое-что необычное. Хозяйку Коби зовут Ребекка Шефкинд. По профессии она художник-иллюстратор и дизайнер. Коби и Ребекка живут в Балтиморе, штат Мэриленд. Когда Коби было 3 месяца от роду, Ребекка ради шутки сделала ему аккаунт в Инстаграм. В перерывах между основной работой Ребекка не только тискала подрастающего котенка, но и усердно его фотографировала. Полученные изображения Коби регулярно выставлялись в Инстаграм на потеху интересующейся публики. Когда число подписчиков Коби перевалило за 150 тысяч, а рекламные спонсоры стали наперебой предлагать ему бесплатную еду и подарки, Ребекка поняла, что это уже не шутка. Так, благодаря коту финансовое положение Ребекки укрепилось. С тех пор количество подписчиков в Инстаграм Коби только увеличилось и уже достигло 1,7 миллиона. Многие поклонники котика немедленно захотели обзавестись подобным чудом природы и бросились на поиски в ближайшие зоомагазины. Но продавцы лишь разводили руками. Кошка востребованной породы Коби в продаже отсутствовала. Причина была самая простая – такой породы просто-напросто не существует. Коби не является представителем новой породы. Его окрас именуется британская короткошерстная шиншилла, что также можно встретить у шотландцев и персов. Скорее всего, красота и необычность животного связана со смешением кровей, что в мире породистых кошек не является хорошим признаком, каким бы эффектным тот не был. К
тому же, если верить науке генетики, белый цвет – признак вырождения вида или породы, при условии, что этот цвет не является наследственным, либо признак мутации. Все эти особенности абсолютно не мешают красавцу Коби жить, как все нормальные коты. Он обожает свою хозяйку и обнимашки, лопает консервы из тунца, играет с дразнилкой-удочкой и спит на хозяйской подушке. А еще Коби любит воду. Не в смысле купаться, а в смысле играть в ней со своей любимой игрушкой – резиновой уточкой. Поэтому в его Инстаграм так много фотографий в ванне или раковине. Енот Пампкин. Однажды жительница Багамских островов Рози Кэмп прогуливалась по улицам родного города и обнаружила маленького енота, упавшего с дерева. Детеныш был ранен, и у него была сломана нога. Рози долго ждала возвращения матери зверька, но никто так и не пришел. Тогда Рози решила помочь крохе выжить и забрала животное домой. В конечном итоге енот освоился и стал жить с дочерью, Рози Лорой, и ее мужем в доме, где уже жили две собаки. Енот, точнее енотиха, получила имя Пампкин, что в переводе с английского означает «тыква». Малышка быстро освоилась и завела дружбу с членами новой семьи. Поскольку Пампкин была совсем маленькой, когда ее принесли в новый дом, она начала подражать своим старшим братьям, собакам Тоффи и Орео. Лора рассказывает, что их было невозможно разлучить, и енотиха везде следовала за своими друзьями. Затем, видимо, приняв собак за своих родственников, она начала подражать их поведению. Едва познакомившись со зверьком, ее хозяева решили создать ей аккаунт в Инстаграм. Следить за приключениями енотихи, очень полюбившей позировать для фото, понравилось пользователям этой соцсети. Записи с ее фотографиями в среднем получали от 30 до 60 тысяч лайков и множество комментариев. Также фолловерам нравилось наблюдать за тем, как Пампкин играла со своими друзьями. Иногда она была грубой, огрызалась и покусывала собак, но всегда знала, когда нужно остановиться. Однако в 2019 году подписчиков Пампкин потрясла печальная новость. Самый популярный енот в мире умер. О печальном известии рассказала сама хозяйка животного. Семья, членом которой за несколько лет успела стать Пампкин, была шокирована утратой. Сегодня, несмотря на то, что забавной енотихи давно не стало, на ее аккаунте все еще остается более 1 миллиона подписчиков. Сердитая кошка Грампи Кэт. А вот так выглядит самая сердитая кошка в мире. Совсем неудивительно, что она стала живым мемом. Кошка, которой было суждено стать знаменитой Грампи Кэт, появилась в семье Табаты Мбундесен из Аризоны в 2012 году. Самый недовольный кот в мире не может похвастаться славной родословной. Грампи Кэт принадлежит самой обычной породе. Это помесь трехцветной кошечки мамы и серого полосатого кота папы. Свою необычную внешность котик получил в результате серии генетических мутаций, сочетания кошачьей карликовости и неправильного прикуса. Обычно бундесены раздают котят, но эту милую кошечку заприметила их 10-летняя дочка Кристал, которая полюбила ее, придумала имя и оставила дома. Дочь Табаты назвала животное Соус Тардар, потому что пятнышки на ее шерсти напомнили ей соус тартар. Девочка ошиблась на одну букву, но кличку кошки решили оставить. В сентябре 2012-го брат Табаты Брайан сфотографировал кошку и опубликовал ее фото на Reddit. Многим было трудно поверить, что это не фотошоп и у животного действительно такая морда. Необычно хмурый зверь покорил сердца пользователей сети. Очень быстро снимки сердитой кошки стали интернет-мемами, хотя на самом деле Соус Тардар совсем не сердитая, а очень милая и домашняя кошечка. В итоге сердитая кошка набрала более 8 миллионов подписчиков на Facebook и более 2 миллионов в Instagram. Ну, а как тут можно пройти мимо? Посмотрите хотя бы на эти фото Грампи Кэт с ее первого дня рождения. На снимках, выложенных в интернете, кот, которого нарядили в праздничный колпак, сидит напротив тортика и все равно выглядит недовольным. Грампи Кэт вдохновила тысячи людей на создание смешных картинок со своим участием. Скульптур, вышивок и различных поделок. С ее изображением выпускались игрушки, футболки, носки, календари и другие аксессуары. В июле 2013 года была выпущена книга под названием «Грампи Кэт – A Grumpy Book». В 2014 году вышла вторая книга «The Grumpy Guide to Life – Observations by Grumpy Cat», название которой переводится как «Руководство суровой жизни. Наблюдение сердитого котика».
По информации некоторых СМИ, к концу 2014 года Тард успела принести своей хозяйке Табате Бендесен доход в размере около $100 миллионов. В январе 2018 года Табата смогла получить $710 тысяч компенсации от Грам Пикет Грам Пучино за нарушение авторских прав. В 2019 году мир потрясло трагическое известие. Знаменитая Грам Пикет ушла из жизни. Ей было 7 лет. Причиной смерти стали осложнения после инфекции мочевыводящих путей, сообщили хозяева животного в Инстаграм. После ухода Грам Пикет ее аккаунт в социальных сетях не был удален, а продолжает существовать как дань памяти. В заключение нашего увлекательного путешествия по миру знаменитых животных хочу сказать, что эти удивительные создания оставляют глубокий след в сердцах и умах людей. Каждое животное, о котором мы узнали, стало символом чего-то большого. Их любят и будут еще очень долго помнить. Друзья, с какими животными из этого видео вы уже были знакомы? А кого из них вы сегодня для себя открыли впервые? Делитесь с нами в комментариях. На этом у нас все. Спасибо вам за просмотр.